Добрый день, друзья мои! Приветствую вас на моем канале, на канале вязаных игрушек Фарилоя. В преддверии приближающихся праздников хочу вам показать необычный мастер-класс. Сегодня мы будем вязать картину «Букет лаванды крючком». Почему бы и нет? Я очень люблю что-нибудь такое потрясающее и необычное. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать много интересных идей и мастер-классов от меня. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех моих новых видео. Мастер-класс простой. Такой букет смогут связать и начинающие мастера. Главное знать основу вязания. Высота букета около 17-18 сантиметров. Подарите массу положительных эмоций вашим родным и близким. Для того, чтобы связать такую картину, нам понадобится пряжа, 5 видов фиолетового цвета у меня. Если у вас есть там 3 цвета, тоже будет хорошо смотреться. Зеленая пряжа, украшение, горячий клей, рамка. У меня получается внешняя сторона вот так 17 на 23,5 сантиметра, внутренняя сторона 14 на 20,5 сантиметра. Фон белый. Я вырезала из альбома белый лист по размеру рамочки, вставила вовнутрь. Вязать я буду крючком 1,75. Вяжем ствол. 36 воздушных петли. Со второй петли от крючка вяжем 35 соединительных столбиков. Вот так. Теперь прячем ниточки в ствол, пропускаем иголку сквозь петли. Вот так. Теперь берем пряжу, отсчитываем 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В 14-ю присоединяем нить. Соединительный столбик. Соединительный столбик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Со второй петли от крючка 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем за задние петли. Соединительный столбик. 3 воздушные петли. 2, 3. Со второй петли от крючка 2 столбика без накида. 1, 2. Следующую петлю соединительный столбик.
3 воздушные петли, 2, 3. Со второй петли от крючка 2 столбика без накида, 1, 2, соединительный столбик, 3 воздушные петли, 2 столбика без накида, соединительный столбик. У нас получаются вот такие шишечки. Первый ряд нам надо связать вот таких 11 шишечек. Я связала 4, теперь нам надо еще довязать 7 штучек. Продолжаем. Вот так. 3 воздушные петли, со второй петли 2 столбика без накида, сейчас вязали за задние петли, вяжем за вот эти передние петли, соединительный столбик, 3 воздушные петли, 2 столбика без накида, 1, 2, за переднюю петлю соединительный столбик, 3 воздушные петли, 2 столбика без накида, соединительный столбик. Вот так. И так дальше продолжаем. У нас получается в этом ряду нам надо связать 10 шишечек. Это мы связали 1, 2, вот эту верхнюю не считаем, боковую 1, 2, значит нам надо еще связать 8 штучек. Продолжаем. Довязали 2 соединительных столбика, 1, 2, воздушная петля. Теперь будем вязать за воздушные петли. Два соединительных столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика без накида, соединительный столбик. Также продолжаем вязать такие шишечки. В третьем ряде у нас получается 11 шишечек. Нам надо еще связать 10 шишечек. Продолжаем. Прячем ниточки. Пропускаем сквозь петли.
Теперь вот этот узелок мы спрячем. Сшиваем вот эти лепесточки. Делаем пару стежков. Вот так. И также прячем ниточки. Таких стебельков лаванды нам надо 5 штучек. Я еще 4 подготовила. Вот так. Берем рамку. Выставляем. Вот так. Связываем. Приклеиваем стебли. Ждем, когда оно высохнет. А теперь в натяжку вот так приклеиваем лаванду. Эти пока в сторону уберем. Чтобы букет был объемным, эти стебли приклеим сверху вот этих стеблей. В натяжку. Вот так. И приклеиваем бантик. Вот такая красота у нас получается. Здесь сбоку можно что-нибудь написать, там поздравляю маму, и любые поздравления, которые вы хотите сказать вашим близким. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать много интересных идей и мастер-классов от меня.
Всем хорошего настроения. До новых встреч!